Всем привет! Как и обещал, хоть и давно уже обещал, у нас сегодня обзор маленьких усилителей, микроусилителей, я бы их так назвал. У нас в обзоре сегодня участвует Pioneer D1004 и Kix, который называется Angry Ant или Ant, если честно, не знаю, как правильно произносится. Переводится это как злобный муравей или злой муравей. Усилители действительно очень маленькие, практически размером с ладонь. Я просто анонс, когда выкладывал, что у нас будет обзор этих усилителей, сфотографировал их рядом с зажигалкой с обычной и начали троллить, что это большая зажигалка. Нет, это действительно обычного размера зажигалка была, и усилители действительно очень маленькие. Сейчас ознакомимся с внешним видом, с комплектацией, с оснащением, насколько фильтра богатые, как подключить их я расскажу, и сделаем замеры. Мы не будем устраивать сегодня сражение Kix против Pioneer. У нас не будет победителя сегодня или проигравшего. Объясню почему. Это просто разные усилители для разных целей. Мы проверим, сколько дает один нагруженный канал у каждого усилителя, чтобы примерно понимать, о какой мощности идет речь, какой чистый сигнал вы можете вытащить с этих усилителей. У нас сегодня тематика такая. Если вы захотели поставить маленький усилитель, какой усилитель вам выбрать, в зависимости от того, куда вы его ставите, на мотоцикл, в автомобиль, к штатной голове или к магнитоле, которая не имеет линейных выходов или имеет. То есть эти варианты мы сегодня рассмотрим и выясним, какой усилитель лучше поставить. Ну и заодно узнаем, действительно ли у них есть заявка. Давайте начнем с внешнего вида и размера. По высоте они у нас практически одинаковые, Pioneer чуть-чуть выше, Pioneer у нас длиннее и уже. Что лучше, широкий или длинный, я не знаю, если честно. Это надо спрашивать. Спросить у какой-нибудь девушки. Вот, по усилкам, я думаю. Мне нравится Kix. Давайте я начну с этого. Мне больше нравится Kix. Сейчас объясню почему. Начнем с комплектации, да? Kix у нас комплектуется вот этим всем дерьмом. Вот, если это так можно назвать. Сейчас объясню, что для чего. Но сначала посмотрим, чем комплектуется Pioneer. Вот это все у нас идет в комплекте с Pioneer. Это выглядит все гораздо страшнее, чем есть на самом деле. И подключить это достаточно просто. Сейчас я объясню вам как. Ну, начнем с Kix. В Kix понятно, что меньше проводов. И он скорее такой усилитель, каким мы привыкли его видеть. У нас есть вход. Причем, видимо, для увеличения сечения. Здесь сделали 2 плюса и 2 минуса. Ремонт почему-то один. И если мы его подключим, все тут подключается удобно в разъемы. Защита от дурака стоит, то есть не так вы воткнуть никак не сможете. Здесь у нас надписи есть. Power, ground. И здесь еще один ground, он почему-то пустой. Вот еще один минус у нас в этом разъеме отсутствует. Ну и ремонт, соответственно. Вот, здесь у нас выход акустических проводов. То есть уже усиленный сигнал у нас пойдет на акустику. Все, привычные нам цвета. Зеленый и фиолетовый это тыл, а белый серый это фронт. Вот здесь у нас ничего дальше необычного нет. Предохранитель у нас стоит на 30 ампер, что говорит о том, что усилитель действительно по идее должен иметь мощность, хотя бы потребляемую порядка 350 ватт. Ну то есть, грубо говоря, на выходе у него должно быть 200 суммарно. Это теория. Тыловая панель, или я не знаю, если так смотреть, то левая. У нас здесь опционально. Мы можем использовать вот эти провода и подать сигнал на усилитель по низкому уровню, то есть с магнитофона, у которого есть межблочные выходы RCA. Либо поставить вот эту пару, которая будет брать сигнал от штатных проводов, либо от головы, не имеющей RCA выходов. Блин, у меня как-то туго они втыкаются. Защита от дурака? Да, защита от дурака, видимо, я дурак. Ладно, просто надо сильнее нажимать, и тогда все втыкается. Вот, таким образом мы можем от штатной акустической системы взять сигнал прямо от динамиков, либо там сзади магнитофона, и подать на этот усилитель высокоуровневый сигнал, если у нас отсутствуют RCA выходы на магнитоле. Так, по настройкам у нас здесь есть отдельная настройка чувствительности входной, уровня громкости для левого-правого канала. То же самое переключение фильтры, LPF,
Full или HPF. То есть мы включаем фильтр высоких частот, низких частот или отключаем их. И регулируем фильтр в зависимости от того, какой выбран. Отдельно для каждого канала. Все просто, все очень понятно, интуитивно. Здесь как бы заморочек здесь нет. Фильтры у нас до 250 Гц, что сверху, что снизу. Это, ну, в принципе, достаточно, чтобы миды порезать, и если, чтобы на них баса достаточно не шло. Либо порезать сверху, если вы каким-то образом подключите сюда сабвуфер, не знаю, ну, либо низкочастотный динамик, можете срезать сверху, можете снизу. С Пионером у нас здесь все гораздо печальней. Сразу небольшой спойлер. У нас здесь нет настроек. У нас здесь можно включить фильтры HPF, LPF или выкл и переключить, как он принимает сигнал. С 2 каналов он будет брать входной сигнал или с 4. Все, у нас по настройкам на Пионере нет больше ничего. Я подробнее сейчас про разъемы расскажу. Вот это все настройки. Мы не можем здесь выставить уровень громкости, мы не можем поменять фильтр. Кстати, я не знаю, какие фильтра здесь, надо смотреть в инструкции. Я так подозреваю, что где-то в районе 100 Гц на вторым порядком он срезает вот, что сверху, что снизу. Может быть 80. Я думаю, или 80, или 100. Это предположение. Можете посмотреть в инструкции. Мы чуть позже заглянем туда. Вот только поэтому, потому что я сейчас показал, мне Kix нравится уже больше. Потому что если нас что-то не устроит, мы здесь можем это отрегулировать. Здесь вы отрегулировать не сможете. Но сейчас объясню, какое предназначение основного этого усилителя, и возможно это будет ответ на вопрос, почему он так херово оснащен. Итак, мы видим Kix, который удобен в настройке, у которого достаточно просто все подключается. Не то, что просто, а привычно, и минимум проводов. И теперь постараемся разобраться вот с этим. Основное предназначение этого усилителя, чтобы без каких-либо скруток, без паек, без ничего, просто поставить все в штатные разъемы, у нас предполагает наличие магнитолы в аудиосистеме. Пионер или любой другой, это не важно. Но здесь все рассчитано на евроразъемы. Если вы их порубили, конечно, вам придется рубить разъемы уже с этой стороны и делать скрутки. Рассмотрим вариант, когда у вас в аудиосистеме стоит магнитофон с линейными выходами или без, это не важно. Давайте рассмотрим ситуацию без. Соответственно, вы должны магнитофону подать питание и взять с него выход, сигнал с акустических проводов. Для этого у нас используется первый жгут, всего их 2. Вот так он выглядит в скрученном виде. Чтобы вы не пугались, что тут так много проводов, тут все достаточно просто. У нас евроразъем с одной стороны и разъем для подключения усилителя с другой. Мы подключаем усилитель с этой стороны и втыкаем сюда в евро. У нас здесь защита тоже от дурака. Мы не воткнем не в тот, мы воткнем только в нужный. Ну, на всякий случай проверяйте. У нас, видите, фиолетовый, зеленый, белый, серый. И с этой стороны у нас вот они, эти же провода. Фиолетовый, зеленый, белый, серый. Все, у нас усилитель получает сигнал по акустическим проводам от магнитолы. Но магнитоле нужно дать питание, правильно? Это реализовано тоже достаточно просто. Второй жгут, который находится у нас в комплекте, выглядит так. С одной стороны у нас подключение к Пионеру. Мы подключили в Пионер разъем. И остается у нас 2 разъема. Вот этот вы тупо втыкаете в штатку, получаете питание и отдаете штатке по акустическим проводам звук, уже усиленный Пионером. И вот эту часть вы даете, вот евроразъем в магнитоле. Все, вот она подключена у вас аудиосистема без единой скрутки, без единой пайки, без изоленты, без ничего. Вы просто подключились к Пионеру и подключились к штатной аудиосистеме. Очень просто. С одной стороны, тут кажется сложно, когда вы видите такую кучу проводов. Но вот при вас, и только что подключил, вы точно так же можете сделать все сами, и это будет работать. В случае, если вы не хотите брать сигнал по акустическим проводам, вот этот провод удаляете и пользуетесь из комплекта вот этими вот проводами. То есть втыкаете сюда и РЦА кабели подключаете сюда. Также он получает сигнал по низкоуровневому теперь входу. Здесь у нас задействована только нижняя колодка. Верхняя с акустическими проводами нам не нужна. Вот, и все то же самое, это также к штатке. Переключений низкий и высокий уровень здесь никаких нет. Он работает всегда. Здесь вы можете единственное, чтобы переключить 2 канала или 4 на входе, то есть из этого хвоста дать сигнал по 2 каналам, и на выходе у нас будет 4 при переключателе, переведенном на 2 канала. Если головного устройства у вас нет, здесь вам уже придется, конечно, потрахаться, то есть получить сигнал по акустическим проводам,
отдать в другие, ну то есть здесь у нас система нарушена. Но если вы хотите купить магнитофон и сделать сигнал чище и громче, соответственно, вы можете докупить вот эту штуку и без каких-либо вообще геморроев просто все вот на разъемах это развести. Вот это то, о чем я говорил, совершенно разные предназначения у усилителей. Здесь у вас нет настроек, здесь у вас не знаю, какая мощность, мы сейчас измерим. Так, я вот на полу собрал, чтобы было наглядно цепь, вот магнитофон. Ну, то есть вот этот вот ужасный жгут шнуров, это на самом деле ничего страшного, даже удобно, длинные провода. Вы можете установить это рядом с магнитофоном, тем более, что, видите, сейчас магнитофоны такого формата становятся модными, что у вас помещается за ним усилитель и как бы не жрет много места. Так, ну у нас уже практически подключен Kix, мы сейчас замерим мощность. Ни хера себе, антиавтозвук какой. Тёма, а что у нас изолента кончилась? Вот это да. Ну не обращайте внимания, вообще у нас обычно нормально, и мы обычно нормальные. Но... Защищено. Да не, никто не докопается. Ты в твоей компетентности в безопасном соединении никто не сомневается. Учитывая, что Тёма недавно короткое замыкание сделал, минут 5 назад. Ага. Вот первый косяк в Киксе нашли, пошевели. Вот плохой контакт на входной клемме. Видите, да? Оп. И пропадает. Не знаю, может мы как-то криво закрепили, нет? Да, а ну выткни его. Ну он просто вытыкается. Да, он очень легко. И втыкается. Все, Затроллено. работает. Все работает. Мы готовы к нашему ночному тесту. Так, включаем 50 Гц. Есть сигнал. Так, Тёма, ты запоминай тогда, мы не будем сейчас заморачиваться никакими пик-холдами. Выставим и посмотрим, сколько он жарит. Вот так. Поехали. 15,9 на 3,9 на 4. 15,9 на 4. 63,6 ватта он Чистая мощность. чистая. Так, а эту мы не запомнили. 6 на 13,57. Он так и держит. Вот 15,9 на 4. 13,57, ну чуть-чуть просаживает, на 6, 5,9. Так, сколько? 63,6, 78% КПД. Так, заметьте, он у нас до сих пор жарит. Он теплый, даже еще не горячий, но прогревается. Питание держится до сих пор, 13,57. Питание у нас 400 хавкеру из Тринахи, да, это? Вот 2,5 года. 3 года аккумулятору. И по-прежнему держит. Ну, то есть, вот один нагруженный канал нам дает 63,6 ватт. Постоянно. Да, это... Ну, вот он как бы в нагрев идет, но сейчас он не сильно горячее, чем был изначально. Также держит мощу 15,9 на 4. И Пионер у нас готов для теста. Здесь гораздо надежнее, чем на Киксе крепление. Никаких у нас нету. Хотя это вообще не должно быть. Это Киксам, конечно, на доработку. Не знаю, может нам так повезло, но хвост не должен так глючить. Настроек у нас никаких нет, поэтому громкость будем добавлять на магнитофоне. Плавно мы этого сделать не сможем. Ну, я имею в виду плавнее, чем регулятором громкости здесь. И смотрим. Ну, вот будем считать, что вот так чистый. 13,2 на 3,1. 49 ватт. Сколько? 66. 66. А ну-ка раздели теперь. 67. Не густо. Давай еще раз посмотрим. У нас все-таки просело чуть-чуть. 13,2 на 3,3. Давай еще раз умножь. 43, 56, да? Дадим второй шанс Пионеру. 43, 56. 43,5. И 4,3 на 14,1. 66 тоже? Да. Ну, сейчас больше чуть-чуть КПД будет. Мощность он поднял. Ну, я не знаю, за счет чего это. 71. Чуть лучше. Так, таким образом у нас получается Kix 63,6 Вт при КПД 78% и Пионер 43,5 Вт при КПД 71%. Подводя итог, Пионер у нас отлично подходит в системы, владельцы которых не хотят покупать межблочные кабели.
прокладывать акустические силовые провода, которые вообще ничего не хотят делать, воткнуть все в штатные разъемы и сделать звук автомобиля лучше. Пионер отдает 43,5 Вт чистого сигнала у нас при нагруженном одном канале. Ну, грубо говоря, если вы вообще его напряжете, но он не для таких систем, да, которые вы будете там вытаскивать из него все что угодно. Чистые 40 Вт это очень круто. По сравнению с магнитофонными там 15-20 Вт, это у вас будет в 2 раза прибавка в мощности. Конечно, у вас будет лучше качество и все остальное. По установке вы очень сильно экономите место, вы можете установить его в бардачок, можете даже положить его там где-нибудь под магнитофон, но смотрите, я рекомендую первое время эксплуатации проверять, насколько сильно он греется. Этот фактор учитывать, если вы будете прятать его в саму жопу автомобиля, лучше установите в бардачок, на двухсторонний скотч или как-нибудь на винты, неважно. В любом случае размер усилителя минимальный, подключение проще, я вообще не могу придумать. Именно поэтому я вначале говорил, что как бы не стоит его сравнивать с киксом, потому что это устройство немножко для других целей. Стоит ли его устанавливать на мотоциклы? Да, вот такой размер сразу, наверное, возбудились мотоциклисты, очень маленький, компактный. Тут будет больше заморочек, вам придется рубить провода, потому что вряд ли вы в мотоцикле найдете где-то евроразъемы. И ну, для этих целей лучше использовать какой-нибудь другой усилитель. Хотя переделать там можно, это в принципе не трудоемкий процесс, но здесь я рекомендую вам обратиться к специалистам-установщикам. Kix это усилитель в том виде, в котором мы привыкли его видеть. У него есть плюс-минус на входе, вам придется делать скрутки, вам нужны межблочники, либо протягивать акустические провода. Не предназначен он, так как Пионер, для такой очень легкой установки, но он отдает нам больше мощности, хоть и греется сильнее. Пионер за тест у нас практически не прогрелся, а Kix был достаточно горячий. Ну и по цене Kix чуть-чуть дешевле, он на 1000 дешевле. Kix в районе 7-7,5 тысяч стоит розница. И Пионер стоит на 1000 дороже, там 8-8,5 тысяч. Ну и самая важная вещь, ну почему Kix больше похож на усилитель, то что вы можете его настраивать. Там переключатели фильтров стоят, там настраиваемые фильтра, настраиваемый уровень громкости. Поэтому Kix это вот в том понимании усилитель, как мы привыкли видеть, это усилитель. Пионер это скорее дооснащение магнитолы. То есть это такой апгрейд магнитофона, вот так бы я его назвал. У него очень простое подключение и достаточно компактный размер. Поэтому назовем так, Kix это действительно мощный для такого размера усилитель. А Пионер это хороший апгрейд вашей магнитолы. То есть и тот усилитель имеют право на жизнь, репосты там, короче, да. Делайте просто. Глянь, ну не достается просто так. Этот мы втыкаем в куда? Я думаю, что вы сейчас очень находите. Да, блядь. Тише разговаривайте. Пионер у нас чуть подлиннее. Вот. Нет, они действительно очень маленькие. На обзоре. Кстати, выключить надо. Давай, подожди, Денчик, еще раз покажем. Смотри, мне так нравится так делать. Смотри, Kix и Пионер. Закоротил тут нахуй все. Я думал, загорится аккумулятор сейчас. Слушай, я опять его воткнул, не могу выткнуть.